Всем привет! Сегодня мы направляемся в Туркестан, и пока все выходят из самолета, я расскажу вам, что нас там ждет. Дело в том, что Туркестан достаточно древний город, его история насчитывает около 1500 лет, и именно сюда со всего мира съезжаются паломники, чтобы увидеть знаменитый мавзолей Ходжа Ахмеда Исауи. Добраться сюда можно из Астаны или Алматы на поезде, или же долететь до Шымкента и отсюда уже на машине или автобусе добраться до самого Туркестана. Кстати, к еде здесь такое истинно южное отношение, и гостей встречают очень так с размахом. Недавно, например, приготовили целый казан плова весом в тонну и накормили гостей из 15 стран мира. Так что я прям предвкушаю этот южный колорит. Поехали! Кухня KZ – это проект, в котором казахстанские знаменитости исследуют разные уголки Казахстана, чтобы найти в них самые уникальные рецепты национальной кухни. Туркестан. Город Яссы, таково древнее название Туркестана, был основан около 500 года на пересечении караванных путей из Бухары, Самарканда и Хивы на север. В средние века он стал одним из самых хорошо укрепленных городов-крепостей Средней Азии. Но настоящая слава пришла к Туркестану в XII веке, когда здесь поселился суфийский поэт и философ Ходжа Ахмед Яссави. Он проповедовал особую философию ислама и постепенно обрастал учениками, селившимися здесь же. Итак, мы наконец-то находимся в Туркестане, и маленькая феминистка внутри меня сказала мне прийти именно в это место. Это символ эмансипации всех женщин Казахстана. Самоналивающийся чайник. Желаю, чтобы у каждой килинки в этом году такой появился. Какое блюдо должен попробовать каждый человек, который приехал в Туркестан? Здесь Түркістанда тамақтың бәрі дәмді, өте дәмді. А вы сами откуда? Шымкент. Классно. А в Шымкенте что нужно попробовать? В Шымкенте можно все. В Шымкенте можно все. Как дела? Бешбармақ, қуырдақ, жаркөк, плов. Бешбармақ. Бешбармақ. Здрасте. Мақты тағам, ол бешбармақ. Бешбармақ. Келіңіздер, көріңіздер, аралаңыздар. Сіздерге рахмет. Спасибо. Я как будто послушала тост на свадьбе. Город Туркестан достаточно небольшой, и в отличие от Алматы, здесь нет горной местности, поэтому передвигаться на велосипедах очень удобно. Возьмем или нет? Но мне слишком лень, знаете ли, крутить педали, поэтому у меня есть верный помощник. Какой? Бешбармақ, наверное. Бешбармақ. Итак, выигрывает бешбармақ. Что бы это значило? Вообще, на самом деле, логично. Если это один из самых древних городов в Казахстане, то и блюдо здесь должно быть такое, исконно казахское. Поэтому пойдем искать идеальный бешбармақ. Сейчас мы находимся на территории знаменитого мавзолея Ходжа Ахмеда Исауи. И я, конечно, могу долго вам рассказывать те факты, которые вычитала в интернете или в учебнике по истории Казахстана. Но лучше об этом месте нам расскажет наш замечательный гид Данияр Ага. Городу уже более 2200 лет, и стал город очень популярным за счет деятельности Ходжа Ахмеда Исауи, и за счет того здесь был построен мавзолей. Умер Яссави 19 века, в тот момент над могилой этого человека был построен маленький мавзолей, он состоял из двух маленьких комнат. И только спустя 2 столетия по приказу Эмира Тимура, разобрав тот старый мавзолей, начали воздвигать это здание. Но, к сожалению, внезапная кончина Эмира Тимура, она не была завершена. В данный момент самая высокая точка этого здания составляет 41 метр, а по плану она должна была быть
выше еще на 24 метра. Понятно. Ну давайте тогда пойдем и посмотрим, что там внутри. Давайте. Да? Пойдемте. Теперь я готова ехать в Хогвартс. И смотри на меня. Вау! А он может распушить свой хвост? Или он же... Вот мы вошли в центральный холл. В честь этого тайказана зал был назван Казандык. Казан данный весит 2 тонны и вместимый 3000 литров. Он был слит из сплава 7 редких и благородных металлов. А когда-то данный казан наполняли водой, добавляли мед послаще. И, как святая вода, раздавали всем прихожанам. Сам казан в этом виде, он символизирует очаг, достаток, единство, благополучие. Это очень давняя традиция кочевников. Он имеет своеобразную декорацию. Мы видим 3 линии арабской вязи. Далее эта вся арабская вязь сочетается с этим национальным узором. Мы видим древние узоры, которые называются тюетабан, стопа верблюжья, хошкармиз, бараний рог. Далее мы видим уже растительные орнаменты после 3-й линии. Тюльпаны, солончак, степные растения. Значит, это вот оно нам показывает, как традиция, культура кочевника сливается с канонами ислама. Перед вами женские украшения. В степи любили золото. Не золото, а серебро любили, потому что оно как бы народно, оно ближе как бы было к людям. Все изделия делались именно из серебра. Это вот кольцо, большое кольцо. Вот Его это кольцо. сразу надевать на 2 пальца. На 2 пальца. Да, на безымянный и средний палец. Куда это чтобы эти молодые, чтобы не разошлись. Вместе как. Да, всегда, чтобы были вместе. Это так мило. Тут у нас Посуда для гигиены, как требуется перед едой, тщательно мыли руки. И после еды обязательно надо было вымыть руки. Вот. И они были очень удобны. Можно было держать в правой и левой руке, подносить к уважаемым гостям и прям поливать прямо за столом. ну это для того, чтобы бишбармак, типа, руками вот, кушать, да? да? Чтобы было так. Вот. Ну, очень было удобно. Специально были маленькие тазики, чтобы было удобно переносить между этими гостями. И умывали руки. Вот такой был почет гостям. Сейчас мы находимся в комнате кухня. Она тоже имела свое название, называлась комната Ханимхана. Так она была обозначить кашу, которую готовили здесь. А перед вами тоже очень интересные экспонаты. Можно сказать, степные самовары. Тот же принцип, что и самовары, но назывались они джизхуман. Джизхуман. Так же, как самовары, вот в трубы бросали шибки, разжигали, а в резервуаре кипела вода. Они были очень удобны при качевку. А когда уже перестали кочевать, то люди начали пользоваться уже обыкновенными тульскими самоварами. Вот перед вами астау, не астау, астауще, как говорится. Так, они 3 разных формы. Этот астау, с него раздавали бишбармак, раздавали. Это точно было на свадьбе? Да, поднимали, поднимали и как бы раздавали. Вот, клали вот в них. Вот. А астау кру в формах, называется бастабак, вот в них подносили мясо к уважаемым людям, к сватам, к вторичным. А с них вот обыкновенно вот люди, как мы с вами, ели бишбармак. Недавно я прочитала в одной статье, я очень люблю читать статьи, о том, что у каждого национального казахского напитка есть свои целебные свойства, и что любым из них можно не только утолить жажду, но и наесться. Поэтому будем есть и пить. Первое у нас будет кумыс. Такой кисленько. Дальше шубат. Ну, что-то похожее на кумыс, но есть немножечко такие отличия. Далее айран. Ну, такой помягче вкус номер 3. К слову о том, что можно и есть, и пить, это наурыз кожи, который готовят в день весеннего равноденствия. Так, попробуем. Неплохо. Очень даже неплохо. Может быть, остаться здесь и съесть все. И наш финальный участник — это катык. Пробуем. И побеждает у нас потрясающий вкусный, подождите.
Отлично, прекрасно. Ну, вы поняли, да, кто побеждает? А сейчас будет фирменный АСМР вместе с закуской под названием кабарга. Поехали. Картошечка. Идеальный спутник для свидания. Мяско. Это будет долго. Мы спустились в подземную мечеть Хильвет, и если раньше сюда спускались вместе с факелами, то сегодня нам выдали вот такие джедайские мечи. Пойдемте осветим путь и посмотрим, что здесь есть. Давайте. Так, вот первое, что бросается в глаза, это вот такая огромная картина. О чем она? Да, картина, на этой картине мы видим суфийских дервишей, которые делают зикр. Зикр – это суфийский обряд. А слово зикр – это арабское, оно переводится как поминание Бога. А это Иисус советовал своим ученикам много исправлять, делать именно этот обряд. Понятно. Так, идем дальше, смотрим, что здесь. Тут у нас какая-то миниатюра, я вижу. Да, это экспонат, это макет этого здания. Очень интересная судьба у этого макета. В 1942 году этот макет был сделан немецким скульптором Шмидом. В 1942 году. А в 1942 году эти места были сравнены с землей. Так вот, значит, вот некий один из жителей Туркестана взял этот макет, завернул в шкуру и закопал под землю глубоко, он спрятал. Так вот, и наши современные археологи, они случайно наткнулись на него и по нему все воссоздали заново, так, как она была. Понятно. То есть это говорит о том, что местные жители очень хранят свои такие традиции, да, наследия, они были очень... А это уже какая-то современная. Да, она уже современная. Она есть макет современного здания уже, а то того давнего макет. Так, а вот этот большой казан, что это такое? Казан, значит, вы не подумайте, что в ней варили пищу, в ней нагревали воду. Потому что здесь жили люди. Здесь под землей? Да, жили люди. А почему вообще под землей все это? Если вы заметили, мы спустились сюда, все ниже, ниже, ниже. Здесь людей приземляли в духовном плане. Типа спустись с небес на землю. Да, вот. И здесь людей ограничивали от своих мирских благ, от свободы, еда, сон, все было ограничено. И даже не было интернета. Безусловно. Я, честно говоря, уже так хочу кушать, что я вижу, что это не кирпичи, а что вот это вот, например, шоколадное пирожное, а это вот пирожное с желе из манго. Еда. А вот это, кстати говоря, друзья, знаменитый экспонат. Это знаменитейший средневековый огнетушитель. История бишбармака. Бишбармак является национальным явством многих тюркоязычных народов. Произношение блюда варьируется и видоизменяется. Изначально название на казахском было безбармак. Определение образовано от двух составных слов «без» и «бармак», что означает в переводе на русский «пять пальцев». Название блюда указывает на традиционный способ употребления, только руками и задействовав все 5 пальцев. Мы наконец-то добрались до нашего дастархана, но прежде чем начинать кушать, я хочу вам рассказать о том, что правильная подача блюда бишбармак не менее важна, чем его правильное приготовление. Отдельно сервируется вот такое тесто в посуде под названием астау и отдельно мясо, которое вот режет наш потрясающий, замечательный Данияр. Также у нас есть здесь сорпа, который можно пить, и традиционные баурсаки, которые есть за каждым столом. Кстати, Данияр, я знаю, что каждому гостю, в зависимости от его статуса, подается какой-то отдельный кусочек мяса. Да, это очень важная традиция.
Подробнее расскажите об этом, а я пока начну кушать. Ладно, очень хочется. Давайте. Спасибо. Значит, есть специальные куски мяса, самые лакомые, вкусные кусочки, подаются только вот уважаемым людям. И это очень важно знать об этом, ибо можно гостя обидеть. Этого. И вот только самые старшие, самые уважаемые люди, они достойны таких этих стуканов вкусных, сочных. И это как бы продолжается сейчас, в данный момент, традиция. Вот. И вот вы можете попить, поесть. Вот самый вот козы, то есть бешбармак без козы, это не бешбармак уже. Конская колбаса. Чем колбаса как бы Покупная. да, покупная, Вот это намного лучше. Да. Правильно. Чем она старая, Да. чем она вялена, она вкусная, она и полезная. И она очень хорошо согревает зимой. В мороз, в те времена казахи, и бешбармак, конину ели и не мерзли в лютые морозы. Так, давайте я вам тогда наложу тоже. О, моя сноровка еще не такая хорошая. Так, давайте я вам помогу. Вот удобнее Давайте. будет делать вот так вот. Так, берем с краешка и кладем вот как. Вот, накладем козы, кусочек мяса. И вуаля. Так, моя Так, вилочка. ваша ложечка. Спасибо. Так, ну давайте попробуем ручками. Ручками давайте. Давайте. Так, Большой кусок. А можно было двумя руками или можно это и же так, тогда вот, уже вот, вот прям плов вот он кладем вот бармак на эти тогда был. наконечники этих пальчиков и вот большим пальцем прям проталкиваем в рот вот. Вкусно. Кстати, я знаю, что по территории Туркестана проходил Великий Шелковый путь. Это как-нибудь повлияло на кухню? Вы знаете, нет. Так, почему? Да, через Туркестан шелковый путь, он имел многие ответвления. Одна из них, очень нагруженная ветвь, называлась Сырдарьинская ветвь. Потому что здесь рядом протекает река Сырдарья. Вдоль этого шелкового пути располагались древние города, как Сауран, Туркестан, Шуйтубе, Сайрам и так далее, и так далее. А на кухню оно не повлияло, потому что казахи, они были верны, как бы сказать можно, своей как бы традиционной еде. Но вкус, он как бы незаменим ни с чем. Вкусом. Как бы мы знаем, очень богатая кухня в Турции, например, в соседнем Узбекистане. А здесь, видите, как-то все-таки бешбармак, он был особенный. Можно, знаете, вот, ну как у нас, как, мы можем поесть любую как бы, кухню, вот, европейскую, там, восточную кухню в системе кафе. Но когда делать бешбармак дома, это уже совсем по-другому. Это уже праздник для желудка. Да. Но, кстати, меня всегда удивляло то, что тесто и мясо, вот это сочетание, оно очень популярно вообще во многих. Да, но всегда готовится по-разному, и на вкус всегда по-разному. Да, как бы на вкус как бы никаких этих нет, как говорится. На вкус и цвет, как Товарища говорится, нет, да. да. Фломастеры разные. Да. Милых создания. Беркут и собачка. Тазы Собачка. это Очень красивая да, собака. гончая, казахская гончая. Беркут, знаете, ими раньше охотились. Но вообще я знаю, что казахи не очень любят, по крайней мере в современности, держать животных, ну, например, собак в доме. Дома. Да. А исключение тазы, потому что она любит чистоту, она не слюнявит, она не пахнет. Именно тазы, вот она особенно собак. Вот. И казахи держали дома. Понятно. Потому что она как бы не любит холод. Чистоплотная. Да, и еще она не кушает, что попало, как другие собаки. Такая. Да. И им специально готовили еду. Для них специально. Да, у нее просто такой ошейник богатый, прям видно, что она, знаете, всякое там не всякая ест. такая, да. Так, ну нам торопиться некуда, у нас еще целых 2 осталось, поэтому, может, еще какую-нибудь легенду расскажете? Легенд здесь много. И расскажу вам одну из них. Вот. Расскажу вам легенду о дочери Хаджи Ясави. У Ясави был сын и дочь. Сына звали Ибрагим, дочь Гаухар.
Так вот, она была подана замуж, но, к сожалению, у нее не было детей. Но при этом она лечила детей, занималась врачеванием. А в те времена были отдельные люди, только они, не было медицины, как говорится, и такие люди занимались лечением детей. Когда она жаловалась своему отцу, то, что вот у меня нет детей, как это так, но я лечу чужих детей, то отец ему отвечал: те дети, которых ты лечишь, это и есть твои дети, потому что ты им дашь вторую жизнь. Ну да, действительно, отец правду говорил. Да, и тоже была святой, и вот очень много сделала добра после себя. А вот по сей день как раз, женская часть, паломник, она посещает именно мавзолей Хаджи Ахмед Мустави, то есть мавзолей ее дочери, потому что она является покровительницей женского пола. Ну что ж, после этой поездки я могу с уверенностью сказать, что я нашла не только уникальный рецепт для Дмитрия Назарова, но и несколько уникальных легенд. Так что, думаю, наша миссия здесь выполнена. Да, 100%. Одухотворенная, культурно и морально обогащенная, физически обновленная, я покидаю Великий Туркестан. Рецепт в кармане, легенды в голове и щепотка любви в желудке. Дмитрий, я уже еду.